Всем панкейк! Смертная казнь – самое суровое наказание из возможных. Так ли это? Хорошо это или плохо? Нужно или нет? Человечно или бесчеловечно лишать человека жизни? Кто может это решать, а кто нет? Цена ошибки? Во сколько обходится казнь? А пожизненное содержание? Кто такие палачи и откуда они берутся? Кто эти милые ребята по жизни? Как поступали наши предки и что такое аркебузирование? Из каких стран можно вернуться без головы? Об этом и о многом другом наш сегодняшний выпуск. Поехали! Вспомним историю. Смертная казнь используется с незапамятных времен. Предки относились к данному мероприятию просто, делали это публично, останки выставлялись на всенародное обозрение, чтоб другие боялись. Бандиты мучились и страдали бесконечно, и стоны их разносились по округе. Народ приходил на казни как на потеху, а палачей почитали и уважали. В основном преступников вешали, но были и более изощренные способы отделить душу от тела. Распятие применялось повсеместно. Бедняга умирал обычно на второй-третий день от жажды и потери крови, находясь на границе болевого шока. Европейская инквизиция предпочитала сжигать заживо. Тысячи колдунов, ведьм, еретиков и лиц, не похожих на других средневековых европейцев, жгли на площадях. Особо красивых девушек тоже жгли. Жгли за научные открытия, за инакомыслие, ну и, конечно, за преступления. Если были проблемы с топливом, предки современных европейцев практиковали утопление. Тех же ведьм испытывали водой, связывали и бросали в воду. Если утонет, то считали невинной задним числом, а если нет – то вешали. Вариантов немного. Может, оттуда пошла фраза «везет как утопленнику». На Руси могли ради потехи зашить осужденного в медвежью шкуру и затравить собаками. Был и более гуманный метод. Сажали на бочку с порохом и отправляли к праотцам. Вырезали куски мяса из тела, снимали кожу, варили в кипящей жидкости, закапывали живьем в землю по шею. Узник умирал на второй-третий день от обезвоживания и голода, находясь в беспомощном положении. Древние египтяне предпочитали забивать палками. Подобным образом казнили за преступления против фараонов. Последние очень себя любили. В Древней Греции знатному человеку могли позволить принять яд и не мучить его позорными избиениями. Остальных же активно сбрасывали со скалы. Во многих странах применяли четвертование, в основном за измену и мятеж. Злодею сначала отсекали руки, потом ноги, а в заключении голову. Древние китайцы любили доносы, а недоносы не любили и разрубали тела за это пополам. Не донес – располовинили. На Руси лютым бандитам могли разорвать тело пополам. Руки привязывали к вершине одного наклоненного дерева, а ноги к вершине другого. Затем вершины отпускались, деревья распрямлялись и... Могли использовать лошадей, которые пускались в противоположные стороны света. Итог, думаю, ясен. Фальшивомонетчики получали порцию расплавленного металла в горло. Злодеев сажали на кол, агония при этом длилась несколько дней. Подвешивали ребром за крюк, скармливали крысам, растворяли в кислоте, морили холодом и использовали еще 101 изуверский метод отправления души в ад или в рай. Жутко, не правда ли? Что же сейчас? Как сильно мы выросли? В наше время применяются более простые способы смертной казни. Полет в бесконечность законотворцы стремятся сделать по возможности безболезненным и быстрым, насколько это возможно. 7 основных способов современного умерщвления. Знаете какие? Повешение. Самое позорное и позорящее. Осужденного вешают на веревке. Повреждается спинной мозг или происходит удушение от сдавливания трахеи. Расстрел. В древности предпочитали аркебузировать. Стреляет либо один человек, смерть в этом случае наступает быстро. Могут привлечь и отряд стрелков. Вероятность быстро и безболезненно умереть меньше. Стреляют издалека. Точность попадания ниже, да и не все стреляющие стремятся к меткости. Обезглавливание. Рассматривают как вариант 7 стран. На практике используется только в одной стране. В ход идет гильотина, либо острый меч. Есть догадки, что это за страна? Нет? Смотрите далее. Забрасывание камнями применяется в некоторых арабских государствах, и то неофициально. Это мучительный способ казни. Человек способен долго выносить сильные удары, находясь в сознании. Электрический стул.
Ток высокого напряжения подводится к голове и конечностям казнимого через влажные электроды. Сердце не выдерживает, дыхание парализуется. Мучительная смерть. Отравление газом. Газовая камера плюс ядовитый газ, цианид или углекислый газ. Смерть наступает в результате удушья. Смертельная инъекция. В кровеносную систему вводятся вещества, вызывающие потерю сознания, остановку дыхания или спазм сердца. Кто такие палачи? В какой стране чаще всего выносят страшные приговоры? Как избежать досрочной примерки белых тапок? Об этом и многом другом смотрим далее. Мир стремится к отмене смертной казни или нет? В современном мире цель смертной казни – лишить преступника жизни, чтобы остановить его злодеяния, причинить при этом по возможности минимум страданий. Но это не всегда получается, и сейчас мы узнаем почему. Как вы думаете, само ожидание исполнения наказания не вызывает страдания осужденного? Ведь сроки ожидания исполнения приговора иногда достигают нескольких лет. Как думаете, что чувствует человек, ждущий своей участи? Представьте состояние заключенного, которому объявляют, что его помилование отклонено и приговор будет приведен в исполнение. В отдельных странах осужденному дату казни не сообщают вообще. Но что посеешь, то пожнешь, не правда ли? Главное, чтоб суд не ошибся. Институт палачей. Где их учат? Проблема нехватки кадров. Где взять палачей? Кто вообще согласится на это? На самом деле мало кто способен на постоянной основе без эмоций мочить заключенных, кем бы они ни были. Наряду с профессиональными палачами, которые свое ремесло передавали по наследству, наследники, их кто спрашивал? Кровавым делом приходилось заниматься другим узникам, охранникам, военным, полицейским и даже священникам. Многим из них приходилось ломать себя на этой работе. Одни внимательно изучали приговор, убеждали себя, что казнить предстоит нелюди и ему не стоит жить. Другие старались отстраниться от всего происходящего. Дело делали быстро и старались скорее забыть. Третьи после длительных ночных кошмаров перебаливали и далее не чувствовали угрызений совести. Но знаете, в чем все они были уверены? Лучше сохранить жизнь 100 виновным, чем лишить ее одного невиновного. Общество в целом одобряет смертную казнь? Скорее, да, чем нет. Кто же больше за? За в основном выступают мужчины, граждане с высокими доходами, а также жители сельской местности. Удивительно, но с увеличением возраста число сторонников смертной казни заметно убывает. Против смертной казни выступают в основном люди с высоким уровнем образования. Что по деньгам? Казалось бы, дешевле грохнуть, но американцы с канадцами в этом не уверены. Смертный приговор в этих странах иногда обходится бюджету дороже пожизненного заключения в 2-3 раза. Удивительно, но факт. Рассмотрение дела длится дольше, плюс длительный процесс обжалования, плюс отвлечение от рассмотрения других дел и много других аспектов. Топ стран мира, в которых преступникам быть смертельно опасно. Китай. За что казнят традиционно? За коррупцию, конечно. Возьми на лапу более 460 тысяч долларов, более 30 деревянных лимонов, и китайские палачи сделают тебе привилегированную смертельную инъекцию. Наркодельцов и убийц просто расстреляют и счета за пули пришлют родным. Приговор зачитают публично, но казнят по-тихому. Китайцы переправляют на тот свет до нескольких тысяч бандитов в год. Есть мнение, что лучше заменить смертную казнь пожизненным заключением. Так ли это гуманно на самом деле? Знаете ли вы, что узники при таком решении суда произносят? Об этом и многом другом смотрите далее. Иран. В Иране можно пройтись досрочно по белому тоннелю за добывание сведений, особенно в пользу ЦРУ. Убийство, наркоторговлю, изнасилование, вооруженное ограбление, богохульство, содомию, проституцию, алкоголизм, измену супругу. Измена супруге не считается. Примечательно, что за ложное обвинение в сексуальных преступлениях также можно примерить белые тапки до положенного срока. Трусов и предателей в Иране опять же не жалуют. В основном вешают, но иногда, чтобы жертва помучилась, используют автомобильный подъемный кран с наклоном, сулящим длительное приближение смерти. Агония продолжается долго. Могут также забить камнями, но это не точно. Практика помилования смертников или игра со смертью. Брат-близнец.
Жил-был Лазарь Колоредо, и был у него близнец-паразит по имени Иоганн Баптиста. Паразит торчал прямо из груди Лазаря. Была у него одна голова, одна нога, две руки. Глаза и рот близнеца всегда были открыты, изо рта постоянно сочилась слюна. Говорить не говорил и вообще не осознавал себя в мире, лишь иногда вздрагивал и вздыхал печально. Однажды брат-носитель напился храброй воды, захмелел и убил человека в пьяной драке. Был приговорен к повешению. На суде Лазарь оголил тело и показал своего брата-паразита, который, очевидно, не был виновен в убийстве, но пострадал бы за компанию на виселице. Суд пощадил его, а Лазаря отпустили. Саудовская Аравия. Наркоторговцев, убийц и для разнообразия неугодных политических оппонентов могут подвергнуть декапитации, отсечению головы арабской саблей. Быстро, профессионально, качественно. Тихим голосом сообщается о практике забивания камнями, расстрелах и распятии обезглавленного тела. Большинство казней проходит при стечении народа на центральной площади. Государственный палач – наследная должность, передается по наследству и весьма почетно. Как вы думаете, если посадить злющую гадюку в банку, превратится ли она в смиренного ужа через 25 лет? Ирак. Большинство смертных приговоров – расправа над террористами. Способ повешения, через который не так давно на тот свет отправили и бывшего лидера государства Саддама Хусейна. Вьетнам. В Уголовном кодексе Вьетнама целых 35 статей, по которым можно отъехать на тот свет за свои злодеяния. Нельзя подвергать опасности государственную безопасность, гражданские и, как ни странно, демократические свободы, а также покушаться на брак и семью, собственность, жизнь и честь человека. Смертельно опасно нарушать законы, берегущие окружающую среду и общественный порядок. Способ – ядовитая инъекция. Совет – не хулиганьте во Вьетнаме. Практика помилования смертников или игра со смертью. Живительные шахматы. Осип Бернштейн виртуозно играл в шахматы и был широко известен. Во время революции пытался сбежать от большевиков, был пойман и приговорен к расстрелу. На его удачу руководил расстрелом увлеченный шахматами офицер. Узнав гроссмейстера в заключенном, он предложил сразиться в шахматном поединке. Наградой была свобода. Бернштейн выиграл важнейшую партию в своей жизни и был отпущен на свободу. Бывает же такое. Беларусь. Женщины полностью освобождены от смертной казни, а вот мужикам не повезло. За совершение особо тяжких преступлений, таких как преднамеренное убийство малолетних, геноцид, развязывание войны или террористический акт, можно расплатиться жизнью. Соединенные Штаты Америки. Как же обстоят дела в самой демократической стране мира? У них тоже все есть или не все? Сейчас разберемся. Наиболее распространенным методом устранения является введение смертельной инъекции, но в последнее время с ним много проблем. Точнее, с ней. Фармацевты бунтуют. Яда не дают в нужных объемах и приходится включать электрический стул, смертельный газ, повешение и расстреливать. Данные способы правосудия используются только в нескольких штатах, в Техасе, например, и теперь чрезвычайно редки. Американская система откладывает исполнение наказаний на долгий срок. Многие заключенные томятся в камерах десятилетиями до того дня, когда приговор будет приведен в исполнение. Благородные американцы соблюдают правила последнего ужина и последнего слова перед моментом истины. Демократия требует. Практика помилования смертников или игра со смертью. Жук-спаситель. Французская революция чуть не отделила голову диакону Латрею. Священник был заключен в темнице и ждал разрешения своей участи, внимательно изучая местных букашек. Тюремный лекарь нашел Литрея, увлеченно рассматривающего на своей ладони жука. Любопытный врач поинтересовался, что такого интересного в этом насекомом. «Это не просто букашка, а редкое насекомое кастоед красногрудый», — воскликнул узник. Доктор был поражен осведомленностью священника в насекомых. Он отнес кастоеда знакомому натуралисту. Диакон был совершенно прав. Латрея освободили как важного для французской науки человека. Оставшись в живых, он поспешил переквалифицироваться в энтомологи. Северная Корея. Повешение и стрельба здесь в норме, но можно использовать практически любой способ.
Время от времени начальство применяет более творческие подходы. Доходили слухи, что некоторых бугров казнили при помощи огнеметов, минометных снарядов и даже зенитных орудий. Можно получить смертный приговор из-за мелкой кражи и проституции. Да и нельзя смотреть южнокорейские СМИ, поаккуратнее с пультом дистанционного управления. Япония. Очень своенравная страна. Традиционные западные представления здесь не работают. Одно из самых развитых государств в мире, Япония прочно сохраняет за собой право на проведение смертных казней. Общество широко поддерживает подобные наказания для неисправимых. Очередь к виселице растянута на долгие годы вперед. В год палачи исполняют всего несколько приговоров. Практика помилования смертников или игра со смертью. Человек, которого не смогли повесить. В 1803 году в пригороде Сиднея при большом народе состоялась казнь 3 преступников. Пойманы они были на грабеже. Джозеф Самуэль, один из той тройки воров, считается единственным, кто пережил 3 неудачных повешения. Невероятно! Коллеги Самуэля, отправляясь в чистилище, наблюдали, как веревка их коллеги порвалась 3 раза. После второй неудачи народ стал требовать отпустить везунчика, но палач не унимался. И вот в 3-й раз ноги повешенного коснулись земли. Палач, волнуясь, неправильно рассчитал длину веревки. Что это? Божественное провидение? Народ стал требовать немедленного освобождения преступника. Кто может трижды пережить повешение? Только невиновный. Прибывший градоначальник внимательно проинспектировал виселицу, веревку и допросил палача. И, расценив это как знак свыше, повелел отпустить Самуэля. Смертная казнь – самое суровое наказание из возможных? Нужна или нет? Человечно или бесчеловечно лишать человека жизни? Думаю, этот спор идет с самого начала ее применения. У каждого жителя нашей круглой планеты, как и у вас, есть на это свое мнение, не правда ли? Мне понравились слова одного мудрого человека. И если сейчас я не ярый противник смертной казни, то хотя бы и не ярый сторонник. Смотрите нас, думайте и делайте ваши личные выводы. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь своими комментариями на нашем канале и храните себя и своих близких. Удачи!